Всем привет! Сегодняшний обзор посвящен герою, которого многие знают, многие любят. Это варвар. И начнем разбор с навыков этого героя. Первый навык достаточно мощный. Он снижает урон, получаемый всеми дружественными отрядами. Снижает конечный урон, чем добавляет выживаемости вашим войскам. Также данный навык контрит аналогичный навыку ваших противников. Особенно это полезно будет против героев, у которых первый навык контрольный. Это Архангел, Маг и Панда. Второй навык «Топор гнева» наносит урон одному стеку противника. Также имеет шанс повышенного урона. Стоит достаточно малое количество очков души. Навык может быть полезным. В определенный момент срабатывает топор, что вырубает из игры подбитый уже стек вашего противника, или же может подбить полстека и даст вам возможность добить противника и получить дополнительное количество очков души. Единственный минус заключается в том, что чаще всего варвар предпочитает вместо того, чтобы применить топор, когда у него уже активный его последний навык, он применяет еще раз последний навык, свою ульту. И у нас несколько ходов подряд, а иногда и весь бой может вообще пройти без применения топора. Ульта варвара увеличивает показатели атаки у всех юнитов и одновременно уменьшает защиту у всех юнитов также. Навык является топовым, действует абсолютно на все стаки варвара. И именно с помощью этой ульты варвар делает свою главную функцию. А главная функция варвара — это разобрать противника как можно быстрее. Стоит также очень недорого. Чаще всего варвар начинает второй ход уже с применения ярости. Очень большим плюсом этого навыка является то, что после того, как вы атакуете, получаете в ответ контратаку, то с ваши стаки атакуют еще раз, что дает возможность некоторым войскам при этом полностью проявить себя. Особенно показательно это при бою через мишек. Мишки могут атаковать до 3 раза. Если срабатывает мораль, то мишки атакуют 5 раз, что наносит достаточно внушимый урон, и противник, скорее всего, при этом сложится. Естественно, данный пример он не является показательным, но если у вас есть подстрекательство и заюзанная ярость, то это вполне вероятно. Последний навык «Штурм» увеличивает урон юнитов ближнего боя. Зависит от количества этих самых юнитов в стаках варвара, но дает достаточно малую прибавку, поэтому качать его рекомендуется в последнюю очередь. Я считаю, что приоритетом прокачки навыка варвара в первую очередь является каменная кожа, потом ярость, потом топор, ну и уже штурм будет добивать каноны, которые у вас будут копиться. Главным талантом варвара является навык атаки, который увеличивает конечный урон ваших войск в ближнем бою. Талант полезный как и для этого героя, где бы он ни был, где бы он ни сражался, так и для всевозможных мобилизаций, где большое количество присутствует юнитов ближнего боя. Талант увеличивает самую сильную сторону варвара, что дает ему возможность быстро закончить бой в свою пользу. Рассматривая таланты, которые также будут полезны варварам, можно отвлечение квалифицировать как талант сомнительный. Дает достаточно малую прибавку к вражеским очкам души для ульты, но тому же магу потребуется целых 48 очков, а не 40, что будет довольно приятно и даст возможность вам выжить. Искусство харизмы, талант универсальный, варвар тоже будет очень полезен, так как они играют в основном через мишек или через коней. Мишки могут ударить 2-4 раза, кони критануть несколько раз за один ход. Удача, которая дает возможность нанесения урона в размере 150%, также будет неплохо, поскольку и так атака у нас будет большая, мы будем наносить еще больше. Тайное знание, талант довольно сомнительный, так как он дает малую прибавку для главного бафа варвара. Да и не только варвара, талант сомнительный для всех героев, подходит как промежуточный вариант. А вот универсальным талантом и очень вкусным для варвара будет являться искусство сопротивления. Талант дает возможность избежать магического урона противника, также избежать воздействия всяческой магии и дебафов. То есть на вас не сработает ослепление Пегаса, если вы физик. Маг не превратит в овцу. Дождик мага польет и не заденет какой-либо из ваших стаков. На высшем уровне талант очень хорошо раскрывается. Варвару рекомендуется. Искусство силы также будет являться топовым талантом, поднимет конечный урон, который вы наносите. А с учетом того, что у варвара и так огромная атака, если увеличить еще и силу, то вы прям будете очень хорошо сносить. Также рекомендуется. Искусство молчания является талантом также
актуальным для этого героя, поскольку очень часто встречаются сборки, в которых варвар играет через демонов и вообще через темных. И если поставить молчанку, поставить несколько демонов, то эффект будет просто сногсшибательным. Противники будут пропускать ход за ходом, и вы не будете практически получать урона. Соответственно, ульта противника не сработает, поскольку очков души он не наберет, и это будет легкая победа. Подстрекательство. Рекомендуется ловить исключительно высокий уровень, талант, который дает возможность вашим стакам использовать свой эксклюзивный навык, дает возможность тем же мишкам атаковать чаще 2 раза, коням чаще использовать крит, который практически всегда убивает стаки противника, также рекомендован к изучению. Снижение урона также является неплохим, однако достаточно компромиссным вариантом для данного героя, так как лучше, наверное, все-таки максить его атакующие качества. Таланты, которые дают дебаф войскам противника, такие как ослабление, увядание, проникновение, являются достаточно посредственными. И не только варвару, а вообще любому герою использовать их не рекомендуется. Броневой также будет довольно бесполезным талантом, как если вы правильно качаете варвара, увеличиваете его атаку, то с пробитием брони противника у вас не должно возникнуть никаких проблем. Даже на начальных стадиях, наверное, его лучше скинуть и поискать что-то получше. Одним из самых оптимальных питомцев для варваров в соотношении цена-качество будет сын леса. Данный питомец имеет навык, который снимает дебаф с одного стака, начиная с 6 звезды, с 2 стаков дружественных юнитов и увеличивает их скорость и, самое главное, дальность перемещения. Также профильная ветка данного питомца будет очень полезной для варвара, так как на последнем уровне прокачки, 5-м, увеличивает на 7,5% все показатели войск ближнего боя. Схожий функционал у девятихвостого лиса. Однако же лис он не дает скорости и сразу, начиная с 1 звезды, снимает дебаф с 2 союзных стаков, начиная с 6 звезды с 3, и увеличивает атаку этих стаков, в зависимости от уровня навыка. Главный талант в профильной ветке увеличивает на 10% физическую и магическую защиту всех героев, что также является довольно неплохим для варвара. В конечном итоге зверь будет более предпочтительным, чем сын леса, поскольку является золотым зверем, и в него можно вставить большее количество навыков. Кирин – питомец, который полезен абсолютно всем героям, вне зависимости от их специализации, и варвар не является тут исключением. Каждый ход он дает 5 очков души, что варвару не так важно, а более важным является то, что он наносит каждый ход определенное количество урона. Чем выше уровень навыка, тем больше, соответственно, урона. И это поможет варвару выигрывать в затяжных боях, когда бывает уже основные войска не справляются. Данный перечень питомцев для варвара является далеко не исчерпывающим, можно комбинировать и использовать разные варианты. Особенно хорошо зайдут питомцы с сильными или профильными ветками, атаковать или ближний. Однако же полностью бесполезными для варвара будут питомцы, у которых основная ветка является дальний бой. Что касается навыков, которые можно добавить зверушкам для того, чтобы варвар полностью себя проявил, в первую очередь это яростный заряд. Так как варвар это герой в основном быстрого боя, то заряд даст сразу достаточно неплохую баф к урону, и это приведет к тому, что вы с большей вероятностью одержите победу. Усиленная атака и защита является вариантом достаточно посредственным, так как дает совсем небольшую прибавку, что к атаке, что защите. Наверное, все-таки больше подходит для героев баланса. Удача или мораль тут уже вам самим выбирать в зависимости от того, какой талант вы поймали, какой стиль игры вы предпочитаете. Однако повторюсь же, что мораль она будет полезна абсолютно всем. И лучше искать любые способы, как ее замаксить. Огромным минусом двух этих навыков у зверей будет то, что требуется достаточно большой уровень зверя и самого навыка для того, чтобы он полностью себя проявил. Топовым будет для варвара увеличение урона на 25% на последнем, и на предыдущих этапах дает достаточно хороший баф к урону. Защиту также можно вставить питомцу, который используется в спайке с варваром. Даст неплохой бонус к выживаемости. И в целом у варвара все хорошо, за исключением его магической защиты, что вкупе с пробуждением, а стоит он против магов, дает очень нехорошую тенденцию к тому, что маги являются для варвара очень вязкими и сложными противниками. Что касается вещей лорда для этого героя, то в первую очередь нужно обратить внимание на 5-й шлем.
Без шлема герой не заиграет. Также возможно несколько вариантов развития прокачки этого героя через шмот лорда. Ну, первый, самый традиционный, это через сет вампира. Главными вещичками тут будут сапоги вампира и кольцо вампира, которые будут полезны на высоких уровнях. Ну, на средних и малых можно попытаться сковать доспех, что даст возможность уничтожать конкретно желтыми скелетами. Если вы выбрали играть через темных, то вам также будет полезен, то не просто полезен, а обязателен к поиску. Это рогатый посох 6 уровня, который усилит темных коней, и броня демонов. Или то, или другое. Возможно, разные варианты. Кто-то играет через 2 шестые несетовые, кто-то играет через 4 сетовых, геройскую и шестую вещь, которая усиливает отдельного героя. Тут уже нужно смотреть в зависимости от того, какой стиль игры вам больше нравится. В любом случае нужно сначала определиться с вариантами развития перед тем, как начинать крафтить непосредственно эти шмотки, поскольку это занимает достаточно продолжительный период времени, ну и стоит достаточно недешево. Второй вариант развития игры через варвара физиками – это сет берсерка. Главной вещью этого берсерка будет амулет варвара, который дает усиление урсам. Также немаловажно сковать кольцо, которое дает усиление рангу светлых войск – это ангелы. Также ангелов усиливают шестые несетовые сапоги. И последним, самым, наверное, важным аспектом игры за варвара через мишек, а именно мишки у нас являются приоритетным видом войск тех, кто играет светлыми, это легкий шлем. Но тут случается маленькая загвоздка, которая заключается в следующем. Легкий шлем пересекается со шлемом на самого героя, поэтому игра, в принципе, варваром через светлых невозможна без крафта 7 вещи, в которую вы можете вложить любое свойство. Предпочтительнее, конечно же, ловить легкий шлем и вкладывать уже в 7 вещь свойства на героев, так как минимум они стоят намного дешевле, нежели свойства на войска. Ну и как приятный бонус может добавить вам несколько процентов непосредственно к геройским статам. Можно, конечно, и 2 7 вещи скрафтить, но для обычного игрока это достаточно долгий и дорогой процесс. По пробуждению варвар относится к стихии воздуха, что означает, что он достаточно хорошо себя ведет против панд, против лордов. А поскольку это сейчас герои достаточно ходовые, то вам будет очень приятно. Большую часть противников вы будете побеждать чисто из-за пробуждения. Но, однако же, претерпает от тех героев, которые относятся к стихии огня. В первую очередь это маги и рыцари Феникса. Также достаточно часто встречаются шаманы. С магами у варвара отношения особые, и чаще всего варвар в бою с магом при отсутствии надлежащих талантов при равной прокачке терпит поражение. Оружие пробуждения этого героя дает возможность наносить больший урон и пробивать большее количество противников. Оно действует довольно просто. С каждым уровнем оно снижает защиту вражеских юнитов на 1%. На последнем 10 уровне снижает защиту на 10%. Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что варвар является одновременно простым и достаточно сильным героем. Поскольку он имеет конкретную специализацию, то на него сборок существует достаточно ограниченное количество, но чувствует себя при этом вполне неплохо в любом бою. Если выбирать этого героя как основного, то можно быть уверенным в том, что он будет побеждать абсолютно на всех этапах игры, если, конечно же, противники не будут намного сильнее вас по прокачке. На этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Обязательно пишите в комментариях гайды, по каким героям вы бы хотели увидеть или тематики для видео. Всего доброго.